Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. В Милане произошло серьезное транспортное происшествие. Городской трамвай сошел с рельсов и на полном ходу врезался в угол жилого здания в районе оживленного перекрестка. Мощный удар привел к серьезным повреждениям как самого транспортного средства, так и первого этажа строения, где располагались коммерческие помещения. В результате инцидента погиб один человек, еще более 40 пассажиров и прохожих получили ранения различной степени тяжести. При этом состояние нескольких пострадавших оценивается медиками как тяжелое. На место аварии оперативно прибыли десятки машин скорой помощи, пожарные расчеты и подразделения полиции. По предварительным данным следствия, основными версиями случившегося рассматривается техническая неисправность стрелочного перевода и возможная ошибка водителя, который мог превысить установленный скоростной режим на сложном участке пути. Движение общественного транспорта в данной части города на несколько часов было полностью парализовано. В это же время инженеры муниципальной службы начали проверку состояния путей и подвижного состава по всему маршруту. Власти Милана выразили соболезнования семье погибшего и объявили о начале масштабного расследования причин трагедии, которая стала одной из самых серьезных аварий на городском рельсовом транспорте за последние десятилетия. В юго-западной части Бангладеш 27 февраля в 13:52 по местному времени произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр которого располагался в густонаселенном регионе вблизи городов Джессор и Кхулна. Подземные толчки возникли на глубине около 10 километров, что обусловило значительную интенсивность колебаний земной поверхности. Толчки отчетливо ощущались не только на всей территории Бангладеш, включая столицу Дакку, но и в сопредельных районах Индии. В частности, сейсмические волны докатились до Калькутты, расположенной примерно в 102 километрах к западу-юго-западу от эпицентра, и вызвали кратковременную панику среди жителей многоэтажных зданий и сотрудников офисных центров. В Джессоре и Кхулне тысячи людей в спешке покинули свои дома и рабочие места, опасаясь обрушения зданий. На некоторых старых постройках зафиксированы трещины, а в ряде кварталов произошли локальные сбои в работе линий связи и электроснабжения. Власти Бангладеш и подразделения гражданской обороны проводят обследования в сельских районах, где качество застройки ниже, чем в крупных городах, для выявления возможных разрушений и оказания помощи пострадавшим. Сейсмологи предупреждают о высокой вероятности авторшоков в течение ближайших 48 часов и призывают население сохранять бдительность. К настоящему моменту официальных данных о погибших или масштабных разрушениях не поступало, однако оценка ущерба в удаленных общинах региона Кхулна продолжается. На центральную часть штата Алабама обрушился разрушительный торнадо, нанесший значительный ущерб ряду населенных пунктов в округе Джефферсон и прилегающих районах. Стихия зародилась в условиях столкновения холодных воздушных масс и необычно теплого влажного воздуха из Мексиканского залива, что привело к формированию суперячейки, прошедшей через города Пинсон и Трасвилл, а также затронувшей окраины города Муди в соседнем округе Сент-Клэр. По сообщениям Национальной метеорологической службы, путь воронки на Земле составил несколько километров и оставил за собой полосу разрушений. В Пинсоне зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, сорваны крыши и повалены деревья. В Трасвилле удар стихии пришелся на торговые кварталы и линии электропередач, в результате чего произошли масштабные отключения электричества, затронувшие более 15 тысяч потребителей. Экстренные службы штата немедленно приступили к поисково-спасательным операциям и разбору завалов. По предварительным данным, несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, однако сообщений о погибших на данный момент не поступало.
Губернатор Алабамы ввел режим чрезвычайной ситуации в пострадавших округах, чтобы ускорить выделение ресурсов на восстановление инфраструктуры и помощь лишившимся жилья гражданам. Метеорологи предупреждают, что нестабильная погода в регионе продержится еще несколько суток. В провинции Ла-Конвенсион департамента Куско в Перу произошло катастрофическое наводнение, вызванное внезапным выходом реки Кимбири из берегов. Основной удар стихии пришелся на район Санта-Вирджиния, где после многочасовых непрерывных проливных дождей уровень воды в русле за несколько минут поднялся до критических отметок. Мощный поток воды хлынул по улицам, в зоне затопления оказались десятки жилых домов, многие из которых получили серьезные структурные повреждения из-за подмыва фундаментов. Инфраструктура района Санта-Вирджиния оказалась парализована, паводковые воды разрушили участки местных дорог и повредили линии электропередач, оставив часть населения без связи и света. В настоящее время на месте работают спасатели, которые проводят эвакуацию пострадавших жителей в пункты временного размещения и организуют доставку гуманитарной помощи. Метеорологи предупреждают, что сезон дождей в Андах продолжается и сохраняется высокий риск повторных разливов рек и сходов оползней в низинных районах провинции Ла-Конвенсион. Мощная волна арктического воздуха накрыла Турцию и привела к масштабным сбоям в работе инфраструктуры и образовательной системы в восточных и северных регионах страны. Из-за экстремальных снегопадов, обледенения дорог и резкого понижения температуры местные власти ввели экстренные меры безопасности, объявив о приостановке очного обучения. Полностью образовательный процесс был приостановлен в провинциях Байбурт, Эрзинджан и Гюмюш-Хане, где снежные заносы сделали передвижение школьных автобусов невозможным. Аналогичные решения приняли власти провинции Тунджели, закрыв школы в 3 районах, и провинции Эрзурум, где занятия отменили в 5 округах. Сильная метель также парализовала работу учебных заведений в районе Карлы-Ова, Гёксун и Халкапынар. В пострадавших регионах также был объявлен оплачиваемый административный отпуск для беременных женщин и сотрудников с ограниченными возможностями. Пока восточные провинции боролись с сугробами, превышающими местами метровую отметку, Стамбул столкнулся с кратковременным, но резким похолоданием и штормовым ветром, вызвавшим перебои в паромном сообщении через Босфор. Дорожные службы были переведены на круглосуточный режим работы для расчистки ключевых магистралей. В свою очередь, метеорологи предупреждают о сохранении риска заморозков в Центральной Анатолии до конца недели, что может оказаться губительным для сельскохозяйственных культур. Исторический центр и прилегающие районы города Парати, расположенного на южном побережье штата Рио-де-Жанейро, оказались в эпицентре разрушительной тропической бури. Экстремальные ливневые осадки, интенсивность которых достигла критических значений, привели к тому, что всего за 24 часа в отдельных частях муниципалитета выпало от 150 до 228 мм осадков, что почти в 2 раза превышает климатическую норму для всего февраля. Столь колоссальный объем воды спровоцировал мгновенный подъем уровня рек и затопление низинных кварталов, превратив улицы города в бурные потоки и заставив власти ввести режим чрезвычайной ситуации. Подтопления затронули не только жилые массивы и хозяйственные постройки, но и уникальный архитектурный ансамбль колониального центра, где вода проникла в исторические здания, создав угрозу культурному наследию региона. Движение по основным транспортным артериям, включая участки шоссе Рио-Сантос, было временно парализовано из-за оползней и скопления воды на дорожном полотне. Подразделения гражданской обороны штата провели эвакуацию жителей из зон высокого риска и расчистку завалов. При этом метеорологи предупреждают о сохранении нестабильной атмосферной обстановки и возможности новых осадков в ближайшие сутки. Муниципальные власти призывают население и многочисленных туристов проявлять предельную осторожность, избегать пересечения затопленных участков и внимательно следить за официальными оповещениями о состоянии склонов, перенасыщенных влагой.
На столицу Колумбии, город Богота, обрушился мощный шторм, сопровождавшийся аномально крупным градом и интенсивными ливнями. Сильнее всего стихия затронула северные и центральные районы мегаполиса, где за считанные десятки минут улицы покрылись толстым слоем ледяных градин, напоминающим снежные сугробы. Из-за скопления льда и мусора городская ливневая система оказалась перегружена, что вызвало подтопление ключевых магистралей, включая важные участки шоссе Автописта Норте и проспекта Каракас. Движение системы скоростных автобусов оказалось нарушено, десятки маршрутов были временно приостановлены или перенаправлены из-за непроходимости дорог и затопления некоторых станций. Муниципальный институт управления рисками и изменением климата сообщил о многочисленных случаях обрушения крыш складских помещений и повреждения автомобилей под тяжестью ледяных масс. В нескольких кварталах города зафиксированы локальные отключения электроэнергии из-за падения деревьев на линии электропередачи. Спасательные службы и коммунальные бригады были переведены в экстренный режим работы для ликвидации последствий непогоды. Несмотря на значительный материальный ущерб и хаос на дорогах, сообщений о погибших или тяжело пострадавших не поступало. Однако власти призвали жителей избегать поездок до полной стабилизации погодных условий, так как метеорологи предупреждают о сохранении риска повторных осадков в высокогорных районах столицы в ближайшее время. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.